Что такое осознанные решения? Что это и как научиться принимать именно такие решения? Осознанные. Ну, давайте, наверное, проговорим сначала границу между сознанием и бессознательным. Я ее провожу так. Сознание – это все то, о чем я знаю. Бессознательное – все то, что есть, но я о нем не знаю. Давайте вот так обозначим. И тогда, что такое сознательное решение? Когда мы принимаем любое решение, мы принимаем его на основе какой-то информации. Информация есть внешняя, информация есть внутренняя. Что я имею в виду? Например, вы хотите купить квартиру. Есть внешняя информация. Что это? Сайты, где размещаются объекты, риэлторы, не знаю, какие-то ваши знакомые, которые могут подсказать, где какие квартиры продаются, компании застройщиков и прочее, прочее. Да? То есть все то, что может вам помочь решение принять, какую квартиру покупать, где, у кого, на первичном, вторичном рынке и прочее. При этом в этой же ситуации есть какая-то ваша внутренняя информация. Что это? Это ваша интуиция. Это ваши какие-то бессознательные желания, цели, страхи. Они тоже влияют, да, это тоже информация. То, как есть такие виды решений, тип решений, который кажется как бы неудачным, но через несколько лет или много лет мы понимаем, что если бы не было этой неудачи, то мы бы не пришли к чему-то большему. Это, если говорить профессиональными словами, какие-то задачи нашей самости, которые могут вести так, через тернии к звездам, да, то есть через что-то не очень хорошее. И это тоже некая информация. Поэтому, когда мы говорим об осознанных решениях, то это решения, которые принимаются с максимальным количеством информации. Есть знаменитое выражение о том, что кто владеет информацией, владеет миром. Соответственно, чем больше информации, тем более осознанно ваше решение. Как внешний, так и внутренний. Каким образом мы достаем внутреннюю информацию? С внешней все понятно, и это не вопрос психологии. Психологи могут помочь с тем, чтобы достать и осмыслить внутреннюю информацию. Она приходит, как правило, в таком зашифрованном виде, в виде символов, в виде каких-то образов, ощущений тела, через сны. Да? То есть иногда снится вроде какая-то белиберда, но если с этим сном поработать и оттуда вытащить смыслы, сны всегда дают очень точные подсказки, очень такую интересную новую информацию о ситуации. Причем сны – это такая штука, то есть, которая работает без хронологии. Например, сон, который вам приснился 3 года назад, он содержит информацию о сегодняшнем решении. То есть у вас сегодня есть какой-то вопрос, и вы можете обратиться к любому сну, и вы там увидите нужную информацию. То есть они очень многогранны. То есть этот сон мог показать вам информацию и про ситуацию 3-летней давности, и сейчас, и еще про ситуацию, которая будет через 5 лет. То есть в любом сне всегда содержится практически вся информация. Нужно уметь ее расшифровать, ее осмыслить, ее связать с текущей ситуацией. Это интуитивные разные, да, такие предчувствия, предсказания, предзнания и так далее. Они есть у каждого человека. Опять же, вопрос расшифровки этого, связи с этим. Это тело. Тело узнает информацию раньше, чем наше сознание. Есть эксперименты, они описаны, которые проводили с игральными картами. Если очень упрощенно расскажу, то есть суть эксперимента в том, что человеку предлагали условия тянуть карту, он не видит, да, и если он тянул такую-то масть, он выигрывал деньги, если другую, он проигрывал деньги. И, соответственно, замерялись все физиологические реакции. Так вот, человек достает карту, то есть выбор уже сделан, эта информация уже есть, но он еще не знает о ней. И тело реагирует. Если это карта, которая приводила к выигрышу, тело реагировало радостными эмоциями. Если до того, как он увидел эту карту. Но после того, как выбор сделан, да, он потянул карту, он не видит ее, а тело реагирует правильно. Если это карта, которая приводила к потере денег,
тело реагировало стрессом. Невероятно. Эта информация уже была, но человек ее не осознавал. Если обратить на это внимание, соответственно, уметь расшифровывать сигналы своего тела, тоже это кусок информации, которую можно получить, и ваше решение будет более осознанным.